Никогда еще торт без выпечки не был таким быстрым и вкусным. По вкусу, как всеми любимое мороженое пломбир, нежный и пропитанный. Готовится всего за 15 минут, никакой возни с духовкой и никакого печенья. Торт получается потрясающе вкусный и просто тает во рту. Равнодушных точно не останется. Обязательно попробуйте. Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Чтобы не потерять рецепт, подпишитесь на канал и поделитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. И я буду рада, если вы напишите в комментариях, из какого города или страны вы нас смотрите. Вот такие продукты для торта нам понадобятся. Список ингредиентов я также оставлю для вас в описании под видео. Сначала приготовим крем-пломбир. Он так называется потому, что по вкусу действительно очень похож на мороженое пломбир. В кастрюльку разбиваю 2 яйца. Всыпаю 150 грамм сахара, это 1 неполный стакан. И обязательно добавляю пакетик ванильного сахара. Именно ваниль придает потрясающий вкус и аромат крему и всему торту. Всыпаю 3 столовых ложки крахмала, я использую кукурузный. И все перемешаю венчиком, вот так. Добавляю 500 грамм сметаны и перемешиваю. У меня сметана 20% жирности. Можно брать сметану любой жирности, но по закону подлости, как говорится, чем жирнее, тем вкуснее. Отправляю крем на плиту, на средний или маленький огонь и обязательно помешиваю в процессе варки, чтобы крем не подгорел и не получился комочками. Минут через 5 крем загустеет, и когда начнет булькать, нужно подержать его на огне еще полминутки, пусть покипит. Тогда в готовом креме не будет привкуса крахмала. Смотрите, вот наш пломбирчик уже сварился, и в самом конце я добавляю кусочек сливочного масла, грамм примерно 50. Снимаю с огня, и чтобы крем быстрее остыл, переливаю его в миску. Отставляю в сторону, и пока крем остывает, быстро приготовлю коржи. А коржи у нас будут необычные, смотрите, все очень просто. В миску насыпаю 250 грамм муки. Всыпаю 70 грамм сахара, перемешаю. Беру кусочек сливочного масла, 150 грамм, обмакиваю масло в муку, чтобы оно не скользило и удобно было держать, и тру масло на терке прямо в муку. Периодически снова обваливаю масло в муке, и вот так быстро, просто и незаметно натерли весь кусочек. Теперь перетираю муку с маслом и сахаром руками, вот так. Получается вот такая песочная крошка. Не поверите, но это и есть коржи. Смотрите, что мы делаем дальше. Беру сковороду, ставлю на огонь и высыпаю песочную крошку на сковородку. Держу на среднем огне и постоянно помешиваю, пока крошка зарумянится и станет аппетитного золотистого цвета. От сковороды далеко не отходите, все время помешивайте, чтобы крошка не подгорела. На все про все уйдет максимум 5 минут, не больше. Приготовь, поделись, подпишись. Все готово. Убираю готовую крошку со сковороды, чтобы она не горела. Посмотрите, какая красивая песочная крошка получилась, как настоящий песочек. Ну все, коржи готовы, крем остыл, можно собирать торт. Я буду собирать его в разъемной форме без дна. И чтобы тортик было удобно доставать, я застелю бока формы разрезанным канцелярским файлом и закреплю его, чтобы не двигался. Вот так. А можно просто смазать файл растительным маслом и приклеить к стенкам формы. Теперь на дно насыпаю часть песочной крошки. Сверху кладу крем. И разравниваю ложкой или лопаточкой. Снова слой песочной крошки. И слой крема. И здесь я хочу поделиться с вами маленькой хитростью. Крем не очень удобно размазывать ложкой, так как крошка тянется вместе с кремом, поэтому я придумала переложить крем в обычный плотный целлофановый пакет и отрезать у пакетика кончик. Так получается быстро, просто и вообще без хлопот. Можно посыпать торт орешками. Я взяла немного грецких, получится очень вкусно. И вот так, чередуя песочную крошку с кремом пломбир, собираем тортик. Пропорции рассчитаны на форму размером 18 см.
И я готовлю двойную порцию, потому что люблю высокие тортики. Вы можете приготовить половину, но тогда тортик получится не очень большой. Готовый торт отправляю в холодильник на 2-3 часа, а лучше оставьте на ночь. Тортик должен хорошо пропитаться и стабилизироваться. Ну что, не терпится посмотреть, что у нас с вами получилось? Посмотрите, как четко видны все слои, торт не разваливается, несмотря на то, что он не из цельных коржей, а из крошки. Отлично держит форму. Давайте разрежем. Интересно, как же он режется? Нежный, мягкий, нож входит очень легко, так что эксперимент удался. Конечно, вы можете приготовить торт любой формы. Круглый, квадратный, прямоугольный. Все, что вам нравится. И какая форма у вас имеется в наличии. Хорошо, если есть разъемная форма, из нее проще и удобнее будет доставать готовый тортик. Давайте скорее попробуем. Торт получился очень-очень нежный, мягкий, пропитанный и действительно со вкусом мороженого пломбир. Фантастически вкусно, друзья. Вкус как из детства. А с учетом того, что он так быстро и просто готовится, уверена, что этот рецепт станет вашим любимым. Так что приготовьте обязательно торт-пломбир. Такой вкусный, быстрый и ленивый тортик обязательно нужно попробовать и сохранить в закладочке. Друзья, если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Новые видео на канале выходят 2 раза в неделю. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Желаю вам приятного аппетита, вкусного тортика. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!